мы оказались в краю, где жил Шукшин. И вдруг я вижу огромный лес калины. И фильм, который у него самый яркий, «Калина красная». Он в этот момент уже был смертельно болен. Получается, что человек очень многое делает специально, если он находится на грани жизни и смерти. Вот бросила я 2 яблока в Катуни в Бию. Они соединились вместе, и потекли их воды. Мы поворачиваем свои машины, едем по берегу Катуни. Вдруг я вижу огромный лес калины. Это настоящий лес или сад, то есть калиновые кусты, калиновые кусты, калиновые кусты. А оказывается, мы оказались в краю, где жил Шукшин. И фильм, который у него самый яркий, накануне его смерти, кстати, был выпущен, «Калина красная». Он в этот момент уже был смертельно болен, и когда его боли отпускали, он снимал. Он был и режиссером, и постановщиком, и в главной роли Егоров выступил. То есть он был всем. И он свою жену Шукшину, Лидию, так там показал. Она такая красавица. Он на фон взял таких каких-то страшных женщин, где он их только нашел. То есть красавица только она. Она статная, красивая. Так он дал ей в будущее толчок, что он-то понимал, что он уже умирает. И чтобы хорошо было его семье, его дочерям, его жене, он ее настолько показал красавицей. Эта «Калина красная», конечно, тоже кончается, к сожалению. Положительного героя все равно убивают, то есть этого Егора все равно убивают, и в процессе всего фильма он переживает вот этот страх смерти, как избежать. И когда вообще страх смерти у него становится очень большим, он поет «Калина красная, калина вызрела». Всего-то 2 строчки он спел за это время. И дальше, когда мы вернулись с Алтая, я, конечно же, взяла и пересмотрела этот фильм от и до. Мне было интересно, потому что когда я выставляла в социальные сети встречу с этим изобилием калины, я спела только 2 этих строчки и сказала, ну все, дальше не буду. Но мне так захотелось их спеть. Это калиновые поля. Ни разу не встречалась с таким количеством кустов калины, как будто калиновый сад. Вот теперь понятно, почему калина красная. Получается, что человек очень многое делает специально, если он находится на грани жизни и смерти. И в этот момент, конечно, лучше бы человеку пожить, но жить начинает только его имя. А если живет имя, он же Василий, это же дно мужского начала, Анна же Лидия, это же окраина всего. И что о нем пишут, ну, оставим на совесть тех, что пишут, что он долго выбирал между 2 Лидиями, с которой же все-таки связать жизнь. И, наконец, выбрал эту Лидию. И дальше происходит такое, что я нахожусь на дне рождения одного такого, как говорят, главный тусовщик Москвы. И там находится и Лидия Шукшина. Ну, интересно бывают встречи, они неизбежны. И в этом случае сначала встреча, а потом уже встреча с его местами, и понятно, почему калина. Но самое интересное, что он все время держался за березы. Он там в фильме говорит, а теперь останови машину, я пойду, они меня дождались, мои красавицы. Обнимают одну березу, обнимают другую березу, и в процессе всего фильма он обнимает березы. А когда мы шли на Алтай, мы все время пели песню «Разбросала косы русые береза». И получается, что опять все сошлось, и это благодаря вот этой калине красной, всему полностью замкнулся лепесточек. Из чего мы начинали, тем мы и закончили. Поэтому, конечно, приятно, вот когда меня наградили этой медалью Шукшина, я даже не задумалась, я не стала туда входить глубоко, но его деятельность где-то там на слуху еще как-то. А вот благодаря этой калине я прям туда вошла. Вот что такое реальность. Хочешь, не хочешь, но вместе. В музей мы его не стали заезжать,
зато место вдруг оказалось на слиянии Катуни и Бии. Это то, что было важно, энергия, информация. И он, конечно же, житель вот этого Алтайского края, и потом стал таким достаточно именитым человеком, что его имя до сих пор звучит, до сих пор ласкает уши. Ну и медали есть у него. Или его. Не у него, конечно, уже. Но это опять вот эта петля во времени.